Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу. Смотрите видео, обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Плейлисты находятся на главной странице канала, сверху, там где написано канал, о канале, сообщество и так далее. И плейлисты вы увидите. Заглядываете в эту папочку и, естественно, выбираете нужное вам видео. Надеюсь, видео вам понравится. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, чтобы не потерять на канал. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам, девчата, ребята, отдельный привет. Вы моя большая группа поддержки. Спасибо вам огромное. Я сегодня к вам с новым узорчиком. И вот с такими вот ниточками. Мы с ними уже много раз работали, да. Даже с такой палитрой у нас есть один узорчик. Новички, кто еще не знает, кто еще не вязал. Смотрите, ниточки называются Alize Angora Gold. Далее смотрим. В 100 граммах в моточке находится 550 метров. Дальше смотрим, чтобы сразу не забыть, я вам называю цвет. Смотрите, 221. Он такой меланжево-джинсовый. На камеру передается более синим оттенком, а вживую более такой вот сиреневатый оттенок. Ну, интересный, необычный. Идем дальше. Состав. 80% акрил, 20% шерсть. Почему уточняю состав вот именно данных ниточек? Потому что не для всех ниточек подходят узоры. Кто уже с опытом знают, да, что в одной пряже узорчик смотрится хорошо, а в другой вообще не смотрится. Поэтому я вам просто показываю, что вот из данного состава как будет выглядеть узорчик. Идем далее. Нам здесь советует производитель брать крючок от 2 до 4. Смотрите по своей плотности. Опять же, смотрите по своей пряже, которую вы будете брать. Точно так же читайте всю инструкцию. Я беру 3, вот такую вот мою рабочую лошадку. Я данную пряжу вяжу 3. В принципе, меня все устраивает. Итак, схемку данного узорчика я прилагаю. Схемка несложная, очень даже простая. В принципе, узорчик по итогу смотрится очень даже красиво. Поэтому смотрите на схемку, повторяйте за руками. Ну что, свяжем? Давайте. Итак, смотрите, по узорчику раппорт получается 8 петелек, и мы с вами наберем, я вот наберу всего того, что ниточка тоненькая, да, крючок тоненький, я наберу 41 воздушную петельку. То есть получается 40 петелек и одну петельку дополнительно, чтобы красивый узорчик у нас закончился. Смотрите, сама по себе ниточка, вот она, видите, не сильно пушистая, бывают ниточки попушистее, но вот эти вот мелкие ворсиночки, они бывают новичкам, особенно когда они берут маленький крючок, они очень мешают. Поэтому, новички, крючок берите чуть побольше, но не сильно, да, большой. И не торопитесь, потому что если вы сделаете ошибку, то распустить будет очень сложно. Можно, но очень сложно и долго. Итак, все как всегда. Вначале делаем петельку фиксации. Ее при наборе петелек мы не считаем. А теперь я набираю 41 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот наш будущий образец. Опытные мастера, мастерицы могут приступать сразу же к узорчику, а мы с новичками сделаем вспомогательный ряд, чтобы не запутаться в воздушных петельках, да? Делаем ряд столбиками с накидом. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем 5-ю петельку от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Ныряем в эту 5-ю петельку и провязываем столбик с накидом. В следующую петельку опять также нырнули, опять провязали столбик с накидом. И так далее. Шагаем вот по каждой петельке, да, каждой косичке. Шагаем полностью весь наш ряд из воздушных петелек, всю нашу цепочку провязываем столбиками с накидом. Потому что новичкам сложно, они теряются и путаются пока первоначально в цепочке. Поэтому мы сделаем столбики, потому что по верхушкам столбиков они точно не запутаются. Верно? Верно. Все, смотрите, если я набрала 41 воздушную петельку, у меня должно получиться 41 столбик с накидом. Если вы набирали больше или меньше, естественно, смотрите, сколько у вас петелек в цепочке, столько должно быть столбиков. Не сложно? Не сложно. Смотрите, вот эти 3 петельки подъема, это тоже получается столбик с накидом, имитация. Мы его тоже считаем. То есть я сейчас провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 31 столбик. Угу. И в конце ряда вот здесь вот мы встречаемся. Договорились? Все, давайте, несложно у вас получится.
Так, смотрите, вот наша вспомогательная, так скажем, дорожка. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И, смотрите, делаем накид. И сюда же, в этот же столбик, в самую первую верхушку, провязываем столбик с накидом. Есть. Далее мы делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. А в столбиках, получается, мы будем пропускать 3 столбика верхушки. Раз, два, три. И в четвертый ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый провязываем столбик с накидом. Есть. 3 воздушные петельки, вернее. Раз, два, три. И сюда же ныряем, возвращаемся, делаем столбик с накидом. У нас получается вот такая вот рогаточка. Понятно? Вот, рогаточка. Опять 2 воздушные петельки. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый столбик без накида. 2 воздушные петельки. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый делаем рогаточку. То есть столбик с накидом. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И сюда же возвращаемся. Опять столбик с накидом. Понятно, да? Вот, то есть у нас ряд начался как бы с рогатки, да, но здесь получается пол рогаточки. Вот. То есть получается рогатка, столбик, рогатка, столбик и так далее до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Давайте. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите. Вот наш первый ряд практически готов. Как мы заканчиваем ряд? Вот у нас столбик без накида, опять 2 воздушные петельки и заканчиваем точно так же, как и начали. 3 столбика пропустили, а вот в третью петельку, да, получается 3 петельки подъема. В третью петельку мы с вами провязываем столбик с накидом раз. И сюда же столбик с накидом 2. Понятно? То есть как бы тут у нас получается пол рогаточки. Все. Ряд наш закончен. Далее воздушная петелька. Поворот. Сюда же ныряем. Опять же в этот же столбик верхушку провязываем столбик без накида. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь смотрите, мы перемещаемся там, где у нас был столбик без накида. Между рогаточками. Столбик без накида. И вот за верхушку этого столбика мы с вами провязываем, смотрите, 2 столбика с накидом. Раз, два. Воздушная петелька. И еще раз сюда же опять. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. У нас получился как бы вот такой вот веерочек. Видите? Несложный. 2 столбика, воздушная петелька, 2 столбика. Идем дальше. 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь смотрите внимательно. Мы ныряем вот в эту арочку. Вот наша была рогатка, да? Мы ныряем вот в эту арочку и провязываем столбик без накида. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять у нас столбик без накида. Мы в этот столбик провязываем веерочек. Он состоит из 2 столбиков с накидом. Раз, два. Воздушная петелька. И сюда же еще 2 столбика с накидом. Раз, два. Понятно? То есть у нас здесь точно такое же идет чередование, как в первом ряду. Если в первом ряду у нас был рогатка, столбик, то здесь будет веерочек, столбик, веерочек, столбик. Понятно? Все, несложно. Опять 2 воздушные петельки и ныряем в рогаточку и провязываем столбик без накида. Все, и вот так вот до конца ряда. Не сложно? Вообще не сложно. Давайте, у вас получится. До конца ряда, в конце ряда я вас встречаю. Угу. Итак, смотрите, вот наш второй ряд с веерочками практически закончили. Показываю, как у нас заканчивается ряд. После веерочка опять сделали 2 воздушные петельки. И вот, помните, у нас здесь было 2 столбика, да? То есть 1 столбик это 3 петельки подъема и столбик с накидом. Так вот, там, где было 3 петельки подъема, мы ныряем в третью петельку и провязываем столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. Сюда же, откуда у нас воздушные петельки вышли, да, в этот столбик, мы вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Есть. 2 воздушные петельки. Раз, два. Вот наш веерочек. Так. И в веерочке получается, вот у нас арочка из одной воздушной петельки. Ныряем в арочку и провязываем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки. И столбик вот наш без накида. Мы в него ныряем и провязываем столбик с накидом. Раз. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять сюда же столбик с накидом 2. То есть у нас формируется рогатка.
То есть, если вы внимательно посмотрите, мы начинаем повторять полностью первый ряд. Поняли? Точно так же у нас вначале были 2 столбика, потом у нас был столбик без накида, потом у нас рогаточка, столбик без накида, рогаточка, столбик без накида и так далее. Поняли, да? Все. Не сложно? Не сложно. Сейчас вы сделаете 2 воздушные петельки и нырнете, получается, вот в арочку веерочка и провяжете столбик без накида. Дальше у вас будет рогатка, столбик, рогатка, столбик. Понятно? Все. Давайте до конца ряда. Здесь я вас опять встречаю. Так, смотрите, вот наш ряд с рогаточками готов. Мы начали 2 столбиками и закончили 2 столбиками с накидом. Далее, что мы делаем? Воздушную петельку, поворот. Сюда же мы провязываем верхушку этого столбика, столбик без накида. Так. И 2 воздушные петельки. 1, 2. И там, где у нас был столбик без накида, мы провязываем веерочек. Получается столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, воздушная петелька. И сюда же опять столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. То есть у нас получается мы повторяем второй ряд. Видите? Вот он наш веерочек, вот он наш веерочек. Угу. Опять 2 воздушные петельки. И там, где у нас рогаточка была, мы ныряем, получается, в арочку этой рогатки и провязываем столбик без накида. Все, ничего сложного. То есть смотрите, все нечетные ряды, да, 1, 3, там 5, 7 и так далее, далее, вы вяжете рогаточками. А все четные ряды, 2, 4, 6, 8 вы вяжете веерочками. Все, узорчик состоит из 2 рядов. Очень легко, очень просто, незатейливо. Давайте мы сделаем наш образец чуть повыше, да, вырастим немножечко, сделаем несколько рядочков дополнительные, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво, очень ажурно и необычно, хотя просто. Угу. Все, встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Посмотрите, какая получается простая красота, да? Смотрите, получается вот эти вот полосочки вертикальные, да, из-за веерочков. А вот здесь вот получается за счет вот этих вот рогаточек, да, за счет воздушных петелек, смотрите, какой цветочек формируется, видите? Цветочек или звездочка, или интересно. Очень просто вяжется, такой вот узорчик-отдыхалочка. Вы можете связать им палантинчик, кофточку, топик, маечку, вот все что угодно, да, пожелаете. Очень смотрится шикарно, очень просто получается и интересно. Вот такая вот красота. Давайте замерим. Итак, набирала я, получается, 41 воздушную петельку. Если этой же пряжей, этим же крючком, ну, если это же плотность вязания, да, допустим, то это получается у нас 20 сантиметров. А здесь получается, будем считать, что... Давайте будем считать по рогаточкам, да, вот, например, там, либо по веерочкам. То есть получается 2 ряда, да. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ну и первый ряд, получается, набирали 15. Сколько это будет в сантиметрах? Это будет 13,5 сантиметров. Вот такая вот красота. В дальнейшем, конечно, вы можете поэкспериментировать и делать не столбик не с одним накидом, да, вот везде во всех, получается, и в рогаточках, и в веерочках, а с 2 накидами. Получается, немножечко вытянется ваш узорчик, и вот эти вот самые как раз цветочки, звездочки будут немножечко повыше. Класс, класс. Мне кажется, здорово. А вам? Пишите в комментариях, кто данным узорчиком уже вязал, что вы вязали, как получилось, какие ниточки использовали. Будет очень интересно почитать. Договорились? Договорились. Надеюсь, видео вам понравится. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками. Я с вами не прощаюсь. Мы увидимся в новых видео. До встречи. Пока-пока.